Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня покажу две простые и очень эффективные, крепкие, прочные, самозатвердевающие массы для лепки. Давайте приступать. Первая масса для лепки. Для нее нам понадобится крахмал. Я использую обычный картофельный крахмал. Я взяла 2 столовые ложечки крахмала, мне этого достаточно, и добавляем любой полимерный клей. У меня самый обычный клей Мастер, который я покупала в Fix Price. Подойдет и титан, и другие виды полимерного клея. Их достаточно много. Полимерный клей я добавляю без особой пропорции, просто вот в эту горку наливаю немного клея. А потом начинаю замешивать, как обычное тесто. Сначала хорошенько со всех сторон припудривайте крахмалом, чтобы клей не оказался у вас на руках. И тогда, поверьте, руки в принципе вообще не страдают от клея. Потихоньку замешивайте, постепенно вмешивая крахмал в этот полимерный клей. Масса должна быть в меру плотной, в меру упругой, потому что если вы слишком много крахмала набьете в этот клей, она будет слишком сухая, и с ней будет не очень удобно работать. Опять-таки, если положите мало крахмала, то тоже будет слишком мягкая, плохо держать форму. В итоге, когда масса у нас уже плотненькая, хорошо вымесили вы ее, мы добавляем подсолнечное масло. Подсолнечного масла я в эту массу добавляю достаточно много. Минимум чайную ложку вот на эту массу. Можно даже положить 1-2 чайные ложечки. И хорошенько вымешиваем. Масло дает вот эту мягкость, пластичность такую, но эта масса не тянется фактически. Я пробовала делать ее с разными видами полимерного клея. Допустим, с титаном она чуть более пластичная, потому что все-таки разный клей. Но все равно она не тянется так, как вот бывают некоторые другие массы тянутся. Но у нее другие преимущества, она хороша в лепке. Откладываем ее на 15 минут в пакет. Масса отлежалась. Отрываю кусочек массы и буду использовать молды. Обратите внимание, что я даже не смазываю молды ничем, ни маслом, не припудриваю крахмалом, так как масло уже есть в этой массе, лепится она хорошо и прекрасно достается из молдов. И вы знаете, очень четкие, хорошие отпечатки, каждая прожилка на листиках и цветочках очень хорошо видна. Камера, к сожалению, не передает так четко, но поверьте мне на слово. Вот и птичка получилась очень четко, на крылышках все полосочки, все перышки, все видно. То есть очень хорошая масса. Она фактически не дает усадки. Сохнет она достаточно долго, имейте в виду, в зависимости от толщины изделия, которое вы сделали. Вот такая розочка, допустим, она будет сохнуть подольше, чем птичка, так как она гораздо толще. В среднем от суток до 2 суток сохнет эта масса. Но зато потом, после высыхания, изделие становится очень прочной, как крепкий пластик. Если вы уроните, то такое изделие не сломается, не расколется. То есть они действительно очень крепкие и прочные, подойдут для многих работ. Хранится эта масса в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. Для второй массы понадобится рисовая мука. Я беру 1 полную столовую ложку рисовой муки и 1 неполную столовую ложку клея ПВА. Кстати, самая лучшая масса получается со столярным клеем ПВА, по крайней мере, это по моему опыту. Итак, смешиваем все хорошенько. Сначала масса кажется достаточно сухой, но вы не торопитесь добавлять клей. Сначала попробуйте все замесить. Как правило, она смешивается, склеивается в единый комочек, и добавлять уже ничего не нужно. Сначала вымешивала ложкой, сейчас уже убираю ложку и начинаю замешивать в единый ком. После того, как масса превратилась в единый комочек, помесите ее еще 1-2 минутки, а затем добавляем жидкое мыло. Буквально 1-2 нажатия в зависимости от количества массы. И снова вымешиваем. После того, как с мылом хорошенько замесили, я добавляю буквально 1/3 чайной ложечки глицерина. Кстати, когда его у меня нет, бывает он заканчивается, я делаю без него. Это тоже допустимо, масса получается в принципе также вполне приемлемая, но с глицерином, на мой взгляд, лучше.
Снова все хорошенько вымешиваем до единой консистенции. После чего кладем массу в пакет и даем ей отдохнуть минут 15. А затем с ней уже можно работать. Хранится эта масса также в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. Я дополнительно кладу еще в контейнер. Из этой массы хорошо лепятся тонкие детали, такие как, например, лепестки роз. Она абсолютно не липнет к рукам, работать с ней достаточно приятно. Розы получаются с тонкими красивыми лепестками. Ну и в молдах, конечно, просто прелесть. Она ведет себя просто замечательно. Я никогда даже не смазываю молды, потому что вынимается из молдов, достается она без всяких проблем. Изделия после высыхания крепкие, прочные, беленькие. Эти рецепты я когда-то нашла на просторах интернета, только во второй рецепт я добавила глицерин. И уже достаточно давно с удовольствием пользуюсь этими массами. Надеюсь, они пригодятся и вам для ваших творческих работ. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра, здоровья и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!